Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Что произойдет со дня на день? Давайте узнаем. Я не ставлю специально временных рамок, именно ближайшие дни. У кого-то, и часто такое бывает, карты пасьянса, они где-то несколько дней. Я допускаю, что у кого-то растягивается и до 2 недель. Кто-то мне пишет: "А, у меня уже это что-то подобное произошло". Иногда может и вообще ничего не совпасть. Будем реалистами, я всегда об этом говорю. Ну, давайте как альтернативный вариант или один из тысячи. Все же рассмотрим с вами. И я не останавливаюсь подробно на транзитах. Приглашаю вас на свой сайт. Ссылка будет в описании. Гороскоп на август месяц, астрологический именно прогноз по планетам. Почитайте, подсказок будет больше. А мы с вами идем дальше. Что же там произойдет со дня на день, в ближайшие дни, события. Именно про события больше нам говорят эти карты. Никогда не знаешь, что выпадет. Любовь, мои дорогие, личная жизнь, точно. Самая разная, конечно, бывает любовь, но, тем не менее, вот такие позитивные энергии. Может быть, это и помощь ваших близких, например. Тут ведь у каждого по-своему как-то проигрывается. Вот смотрите, для кого-то просто отдых в кругу семьи, в кругу друзей. Все идет своим чередом. Куда-то, может быть, и закрытый путь. Но если это отпуск, ну, понятно, тут мы можем просто не строить каких-то грандиозных замыслов. И ретро-Меркурий нас призывает вообще как бы не торопиться. Все произойдет в свое время. Давайте узнаем, что еще. Может быть, и какие-то есть задержки, что-то откладывается. Вы можете, кстати, из-за закрытого пути переживать. И вот череп – это не есть какая-то конкретика в реальной жизни. Нет, это мысли наши. Или где-то, скорее, эмоции. Получится, не получится. Произойдет, не произойдет. Может быть, вы ждете какой-то важной бумаги, согласования, документа, и тут все равно все случится в свой срок. Смотрите, может быть, у кого-то и по работе подобное что-то складывается, как перезаключение договоров, соглашений каких-то, пересмотр. Но опять же, все таки вот этот пакет и сургучная печать о важном решении или о важном документе может говорить. И одновременно корона, символ власти – это о согласовании с сильными мира сего в каких-то инстанциях, в каких-то учреждениях. Или, может быть, разговор важный с руководителем, в результате которого вы пересмотрите свой договор по работе или какие-то нюансы будете вносить. Или пусть это вообще касается вашей личной жизни, куда вы собираетесь ехать, что-то откладывается, потому что, ну, где-то не совсем в тот срок, который вы себе наметили, ну, складываются, опять же, какие-то обстоятельства. Мои дорогие водолеи, да у вас тут все хорошо сложится. Посмотрите, голубь. Ну, это и как символ мира, мы надеемся, что будет мир. Правда, воцарится мир, спокойствие, ну, хоть в какой-то мере. И все же мы смотрим для вашего знака зодиака. Это благополучие, когда сразу несколько сфер жизни складываются в один добрый узор, когда больше возможностей, безусловно, уверенности, как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. То есть вообще нам показывают совсем другое развитие событий, а вы-то как раз можете переживать. Может быть, это вы что-то себе додумали или надумали. А даже если есть задержки, всему свое время, мои дорогие водолеи. Иногда бывает и для нас задержка как благо, а мы этого не видим. Хочу сейчас. Или, а я так запланировала, да? Вот, ну, бывает же такое. А у нас становится на паузу, и мы думаем, да что за ерунда? Все время как будто отбрасывает назад. Ну вот хочу подтвердить, что, значит, пусть через какой-то период времени у вас сложится в такой плюс, как вы сейчас можете не видеть. Поэтому не добавляйте себе каких-то негативных мыслей. Вообще нет ничего, чтобы вам препятствовало. Посмотрите, семейное счастье, любовь, семейное счастье.
Подкова это вообще раньше была как символ удачи. Тут действительно для вас что-то может в последующем, пусть не так это идет по времени, как вы себе предполагали, но поверьте, для вас, значит, будет еще лучше. А мы тут можем, ну, вот как этот череп, переверну. Вот так. Или, может быть, по части каких-то согласований. Вы тоже тут думаете, как-то настолько задумались, что уже рациональный ход мысли или логика, она смешалась с эмоциями. Потому что череп– это эмоции, мои дорогие. А ведь в реальной-то жизни у вас, посмотрите, как и возможность согласования важно провести, или с кем-то договориться, причем на высоком уровне. Может быть, и встречи какие-то важные у вас произойдут. Это будет связано с людьми, которые наделены властью, у которых как бы длинные руки, да, или имеется в руках сфера влияния. Но в конечном-то итоге ведь благополучие, оно того стоит. Пусть и есть какие-то шероховатости, вот прямо не так вот на 100% или на 90% даже. Идет все, как вы это себе запланировали. Ну, так, наверное, редко бывает, когда вот прямо с тютелька в тютельку все происходит, как бы мы этого хотели. Бывает такое, да, не скрою, но не всегда. Поэтому высшие силы для вас какой-то красивый сценарий, сюжет готовят. Будьте реалистами и оптимистами, мои дорогие. Ладно. На ваше настроение в связи с этими событиями давайте проясним, чего это может касаться. Или в целом фон настроения вашего. А, да, хорошее настроение. По рыцарю кубков это контакты могут быть приятные. Это могут быть комплименты, мои дорогие девочки, особенно для вас, подарки. А, знаете, какое-то приподнятое настроение. Это может быть как предложение какой-то спонтанной поездки, или вы сами решите. А вот еду, вот прямо сейчас, не знаю куда, без точного маршрута. Ну точно, нужно выйти из какой-то рутины. Вот перемещение, кстати, и нам не говорят, что это вы планируете что-то на далекий срок. Все же нет, рыцарь кубков больше, знаете, сжатых сроках говорит, или недолгом времени. Вот что-то недолгое планировать или отправиться спонтанно, это все со знаком плюс трижды проигрывается. Как будто для нас необходимо и отдохнуть, и вдохновиться, и вот эти добрые энергии создают вам фон прекрасного настроения. Может быть, даже куда-то отправившись вот так спонтанно, вы встретите в дороге приятного собеседника или какого-то важного человека, или важного человека, я имею в виду, так и тоже бывает. Знаете, пусть это устами чужого человека, иногда глаголит истина, мы слышим эту новость или ход мысли человека, он думает не так, как мы. Но и для нас иногда это бывает своеобразной перезагрузкой, поэтому какие-то приятности. Ну, посмотрите, правда, мир, голубь и мир. И мы надеемся, что мир воцарится. Ведь это гармония. Это когда по максимуму. Это достижение. У вас все получится в свой срок, мои дорогие водолеи. Опять же, я про эту паузу, даже если что-то где-то закрывается путь. А, кстати, может быть, и вы сами что-то пересмотрите. И скажете, а я туда не пойду, мне туда и не надо. Да, может быть, прежде какие-то планы вы строили, а тут, понимаете, нет, уже планы я пересматриваю. И для вас нет ничего невозможного в этом аркане мир. Обратите внимание, хотите популярности? Пожалуйста. Хотите поездок далеких? Пожалуйста. Но может быть свой срок. Это вы планируете. Может быть и к вам человек какой-то приезжает, или вы где-то встречаетесь и вместе уже что-то планируете. Но даже один или одна тут можно такого напланировать. И главное, осуществить, верить в это. Потому что по аркану мир нет ничего невозможного. Я должна сказать, что если вы хотели построить карьеру, у вас тоже получается. Как знаете, может быть, даже обстоятельства жизни или обстоятельства вокруг вас для вас складывают какие-то возможности. Не упустите чего-то. Какое будет настроение? Да превосходное настроение. Ну вот, наверное, только что сказала. И тем не менее, вот ложка дегтя, вот она как выползает, да, или как будто тянется к этой бочке с медом. И ведь это не конкретика. Это вот как этот череп, который я уже перевернула. Да, это именно эмоции. Карта искаженного восприятия. Это нам кажется, мои дорогие.
В реальности этого нет. И нам показана девушка с завязанными глазами. А вот все то, что изображено вокруг, это ей именно кажется, потому что она смотрит вглубь себя. Это внутренние переживания. Это наш какой-то прежний отрицательный опыт. Это наши проигрыши, не победы. И это уже прошло, а осадочек остался. Вот этим осадочком не отравляйте себе жизнь. Вот прям так и хочется сказать. Потому что в реальность она другая, мои дорогие водолеи. Видимо, для вас это важно услышать. И мысль материальна, я знаю, что большинство из водолеев со мной согласятся. И поэтому от того, как мы думаем сегодня на день завтрашний, такую мы себе траекторию в будущее прокладываем. И если мы постоянно оглядываемся назад или себя останавливаем, ой, не получится, ну так что ж там ожидать, что завтра у нас каким-то волшебным образом произойдет? Нет. В данном случае ваши эмоции, ваши мысли, они как-то формируют будущее. Будьте внимательны. Ладно, давайте спросим, в каких сферах жизни вам приведется или доведется принимать важные решения в этот период. Праздник, отдых, мои дорогие. То, что касается встречи с близкими, с людьми, с любимым, может быть, человеком, правда, поездки. Ваши планы на будущее, может быть, и пересмотры документов, но это все в каком-то прогрессе и увязанному с планами на будущее. Шестерка мечей. Для кого-то новое направление в изучении. Может быть, новый язык. У кого-то язык программирования. Работа на дому. Работа из любой точки мира. Работа, которая будет связана, может быть, с командировками. Вы хотите видеть мир, и вы вдруг на это решитесь. Или, по крайней мере, задумаетесь. Вас что-то будет вдохновлять. Вот что вас будет вдохновлять в этом направлении, вы будете готовы отправиться или что-то согласовывать. Но, с одной стороны, вроде радость, эмоции, да, не без этого. А вот когда мы что-то просчитываем, то тут нет, тут логика, рационализм. Шестерка мечей нас, кстати, призывает отплыть от прежнего берега, на котором ничего не растет, или той местности, где мы не можем раскрыть свои таланты. И кто-то из вас, даже если прежде не задумывался, здесь, может быть, пойдет подавать на визу или куда-то будет рассматривать для себя переезд, может быть, на время, а может быть и на долгий срок. Или, может быть, это поездка в разведку. А почему нет? Но тут проходят именно ваши какие-то очень важные решения. Давайте спросим еще. И если мы спросили, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения, все то, что касается бумаг, оформления, согласования и денег. Ладно, давайте все то, что на стабилизацию направлено. Может быть и решение прежних вопросов, но это тогда больше с той целью, чтобы в будущем вам о прошлом ничего не напомнило. Больше порядка было в вашей жизни. Упорядочивать будете, согласовывать. Поездки, путешествия, перемещения. Давайте достанем карту, что на ближайшие дни нам расскажут. Но по нулевому аркану это нам хочется видеть мир. Тут любой драйв, лишь бы не болото, это точно. Но эта карта еще и хаос перед началом творения. Прошлое уже завершилось, а будущее не родилось. Момент перехода между прошлым и будущим. Мы внутренне можем испытывать эмоциональный, с одной стороны, подъем, но внутреннее, знаете, может быть как чувство опасности, чувство тревоги. Вот я теперь понимаю, откуда эта восьмерка мечей и откуда этот череп. Это вы в чем-то не уверены. Вот и вы можете также сомневаться, получится ли осуществить какое-то дело, или тот же самый переезд, или пусть поездка даже куда-то недалеко. А вы съездите, правда, разведку куда-то. Попробуйте переложить как на собственный опыт какую-то ситуацию или вашу задумку, идею. И вы будете видеть вот как методом проб. И по возможности без ошибок. Почему? Потому что все-таки аркан Шут, нужно быть осмотрительному. Ну, значит, и отправляясь в поездки. Ведь вообще на путешествие это очень благоприятная карта. На спонтанный маршрут дважды благоприятная карта. Но нужно быть осмотрительному. Значит, что-то рационально все-таки придется вам и просчитывать.
Но вы можете засобираться в то место, куда вы прежде не собирались. И с одной стороны, это вот как по шестерке мечей, я сказала, мы отплываем от прежнего берега, потому что мало что ничего не растет, так еще и что-то замучило, надоело. И для кого-то из вас поездка на отдых. Может быть, это недалекий отдых, пару дней, выходные, но она вам дает мощную перезагрузку. Для вас необходим отдых, мои дорогие водолеи, правда? Посмотрите, у вас как мысли стройными рядами пойдут или какой-то более правильной чередой, потому что девятка пентаклей – это вы увидите возможности, где можно заработать, к примеру, да? А из-за какой-то рутины вы этого не видели. Для вас откроются совершенно новые возможности, может быть, по творчеству. Опять же, из-за усталости. И вот, кстати, иногда усталость нам дает вот такое искаженное восприятие. Помним, уставшие люди делают ошибки. Вот вам нужно что-то рационально. Как будто вот я вижу, вам, мои дорогие водолеи, отдых необходим. И не просто так вот абстрактно, а для того, чтобы банально заработать больше денег. Вот у кого-то так. Потому что какое-то напряжение у вас дошло до критического, может быть, момента. Пусть это не для всех, но для кого это совпадает, тут, правда, нужно себя переключить как в новое направление по аркану Шут. И ведь это мы с вами смотрим на поездки. И посмотрите, вроде нулевой аркан, да, 1000 еще неопределенностей и какая-то, может быть, и путаница. Но, освобождаясь вот от этого гнета, есть колода, в которой именно прописан как гнет десятка жезлов. Согнула под этими жезлами, уже прямо в 3 погибели. И вот когда мы вот эти жезлы сбрасываем, посмотрите, карта самодостаточности. Это когда мы собой довольны. Когда мы видим реальность, причем не замыленными глазами и не через эмоции, а мы видим собственные ресурсы, и мы понимаем, куда их приложить, чтобы было больше эквивалента, в том числе и финансового. На финансовый успех тоже. Но, может быть, для кого-то поездка, когда согласование по финансам или получению денег, гонорара, такое тоже не исключаю. Давайте мы спросим. Продолжение следует, хотя нам сказали, да, продолжение следует. Причем тут всему свой срок. Ну, давайте карту еще Таро достанем. Что же там за продолжение следует для водолеев? Какое будет это продолжение? Любовь, личная жизнь и деньги, материализм. Две стихии, как во власти нашего короля кубков. Это эмоции, чувства и финансы. И он не мешает боб с горохом. Если мы решаем что-то по финансам, мы туда не добавляем эмоций, не делаем свою жизнь путанной. Те вопросы, которые требуют логики, рационализма, даже если что-то становится на паузу, мы понимаем, ага, в бумажках есть какой-то регламент, или нужно что-то подождать, или по финансам нужно просчитать. Туда мы тоже вот не добавляем эмоций, но там, где, мои дорогие, как будто и время, и место раскрыть свои чувства, эмпатию, внести больше гармонии в свою жизнь, то туда не нужно добавлять вот этого сухого материализма. То есть придется между двумя этими сферами вам переключаться и на последующий период времени. Вот посмотрите, какое-то ожидание, скорее всего, оно продолжится. Все же ради справедливости должна сказать, потому что это карта ожидания очень часто. Но нам выпала пара, поэтому какое продолжение следует? Тут какой-то волшебный союз, личная жизнь может следовать. Может быть, и это какое-то знакомство для кого-то из вас, которое произойдет спонтанно, у кого-то в поездке. И поездка может быть совсем недалеко. Может быть, вы поедете в какое-то учреждение, выяснять что-то, то, что для вас важно. И ожидая чиновника или своей очереди, такое ведь тоже бывает. Мы с кем-то знакомимся. Или это будет просто вы поехали куда-то спонтанно, сами, заехали на заправку, и там тоже произойдет какое-то знакомство. Короче, пути, Господни говорят, неисповедимы, и у вас что-то подобное и интересное. То, что будет продолжено, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя.
Что-то не будет, я должна сказать, да, вот, чтобы быть правильно понятой. Не торопите лошадей, не подгоняйте. Дайте пространству Вселенной развернуть перед вами какой-то более красивый узор. Помним, планы Господа всегда лучше наших. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии искренние. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.